Добрейший вечерок. На ваших экранах снова генералы. Новый турнир All But Gold. У нас уже идет второй раунд. И сегодня будет играть Эйр К. Я все время его путаю с Эриком. У нас игрок из Палестины против украинского игрока. Маджеста уже должен вам, в принципе, набить, наверное, оскомину. Достаточно хороший игрок из Харькова. Может, кто-то его еще знает под ником Кордав или RDLox. Сегодня со мной в напарниках Ридик. Ридик, ты с нами? Привет. Да, конечно. Приветствую всех. Сегодня с вами будем смотреть замечательную игру, очередную от нашего мистера Маджесты. Посмотрим, что интересненького он придумает. Надеюсь, у него в соперниках будет достойный оппонент. Да, но и проигрывать мы ему тоже не советуем. Да, определенно. Да, ну и поехали, короче. Поехали, и я вижу двух китайцев. Стартует у нас игра на карте Irish Front. Да, Так. интересно будет противостояние. Тогда еще мне надо, наверное, себя чуть-чуть сдвинуть, чтобы карту закрывать. Так. У нас противостояние двух китайцев. Один из них пехотный генерал, второй из них ядерный. Слушай, ну карта богатая. Китайцам сейчас должно быть, в принципе... Ну, не знаю, ядеру, наверное, не будет сильно сладко. Эх. Спрашивает Маджеста, кто там у него соперников, а против него будет играть пехом у нас Эйр. Ну, может, я Эриком все-таки его буду называть. Немножко буквосочетание не такое, которое должно Йорик. было быть. Бедный Йорик, короче, сегодня, если проиграет. Йорик. Да. Так, ну что, у нас Йорик стартует на нижней позиции, бирюзовый цвет, пехотный генерал. На верхней позиции у нас стартует ядерный генерал Маджеста. Так, пинг пока вроде как не растет. Ярость использует у нас Эйрик, блин. Йорик, короче. Пусть будет он Йорик. Нормальный такой никнейм у него будет Йорик, мы его перекрестим. Да, разведал яростью. Вот, есть такая фишка, но это только, по-моему, пехотного китайского генерала такая фишка есть. Остальное, по-моему, не имеет такой радости. Да, пехотный китайский генерал имеет такой баг, который, по идее, не должен разведывать территорию. Но, как бы, у нас General Zerhauer не обновлялась с момента выхода, сколько, с 2003 года. Поэтому такая фишечка осталась. И многие хорошие игроки ее используют. А почему бы, как бы, и нет? Но там, по-моему, к сезону, я так на форуме, если я правильно прочитал, то вроде как сезон делает какое-то обновление глобальное для генералов. Да. Какое-то. Выпускает, он записывает сейчас ролики чуть ли не каждый день, прям конкретно потеет. Вот у него, походу, отпуск вышел, и он сейчас сидит именно что собирается выпустить свой отдельный проект, который называется Тхейм, специально для генералов. Слушай, а у Йорика достаточно поздно второй ресурсный центр появляется. Прям конкретно, но он только Зарму раньше поставил, и у него уже первый аванпост полный. Привет, Чумка, здорово. Бульдозер от Йорика, короче, уже на базе у Маджесты, причем что он там собрался делать, непонятно. Просто его отправил как суицидника, не знаю. Нахрена? У палестинского игрока, наверное, такое видение игры, я так понимаю. Может быть, я в чем-то и не прав. Первый аванпост зато уже доезжает до базы Маджесты. И Гатлинг просто как куста срубили его. И, скорее всего, будет уничтожаться и ресурсный центр, и военный завод. Поехал БМ. И Гатлинг защищать базу свою, но... Имею подозрение, что ничего не добьется. Второй батлмастер где-то на правом фланге гуляет, там никого нет. Еще один аванпост от Йорика поехал через центр. Надеюсь, сегодня Маджеста даст хороший бой. Не, Маджеста сдается, не видит для себя перспектив. Ну, бывает и такое. Как бы нет. Так, Маджеста
Первый балл отдает Йорику. Палестинец, конечно... ну, генерал такой выпал. Лёд. Да, генерал такой выпал, не самый удобный для старта. Я думаю, сейчас Маджеста наверстает упущенное. Я думаю, что за ним должок не останется по-любому. Он должен сейчас палестинцу рассказать, как нужно играть. Как говорится, почем в Одессе Рубероид, да? Да, ну и теперь Йорику придется играть за ядерного генерала, что не самое приятное, наверное, противостояние. Поехали смотреть вторую карту. Можно было бы где-то в перерывах посмотреть, как у них было... Какой у них сложился турнирный путь, что у одного, что у второго игрока. Недавно, кстати, смотрели, как играл The Game на этом же турнире. Там он, конечно, в пух и в прах разнес своего оппонента Баша, и там очень быстрая игра, за 30 минут, в принципе, закончилась. Так, и теперь у нас, кстати, на этой карте Йорик играет за ядерного генерала наверху, сверху вернее. И внизу играет Маджеста за пехотного генерала. Ну, тут сейчас... ситуация не в пользу Йорика на самом-то деле. Хоть Маджеста еще ничего и не успел сделать, но я думаю, что в будущем мало приятного, что его ожидает. Сразу военный завод возле ресурсного центра. И два военных завода будет играть у нас Маджеста. Здорово, здорово. Почему бы и нет? На 2 минуты задержки у нас на трансляции, поэтому немножко отстает у нас чат. Кстати, я бы обновил бы его. Второй монитор выделывается, надо поменять его. Так, в аэродром уходит Йорик. Ну, может, это и будет его спасением. Почему бы и нет? Но только вот у ядерного генерала напалма на мигах не будет. Надо для этого делать ядерную ракету, чтобы были ядерные миги. А он собирается в Ликс пойти. Ну, миги тоже как бы. Я думаю, миги тут лучше бы все-таки подошли для вскрытия этих аванпостов. Ну, Хеликс тоже как вариант. Я Да. думаю, что нет, наоборот, Хеликс будет намного лучше, он мобильнее, в случае чего можно увернуться и как бы залететь противнику в тыл и попробовать выбить сапплтраки. Экономика для пеха очень важна, именно поэтому выбивание сапплтраков именно ликсами довольно-таки хороший вариант. Я там думаю, дозер что был уничтожен. Хеликс не успеет. Бульдозер, кстати, доминировали ракетчики. Да. Да, тут как бы он как бы не выжил. Ну, есть уже аванпост, но он пустой. Ой, дракон вообще не в тему тут. Кстати, залетел все-таки Хеликс. И да, ой, а тут второй бульдозер, последний. О, Дозер Хант. Без бульдозеров продолжит играть у нас Маджеста. Слушай, а хорошо играет Йорик. Сообразил, что Да, надо Хеликс ещё- делать. И удачно, Еще кстати. высадить успеет? Не успел. А, нет, не успел. А вот, кстати, проблемы у Йорика небольшие, но тут танк-дракон должен справиться, в принципе, с этой толпой ракетчиков. Но проблема для Маджесты, в принципе, только начинаются. Нет больше бульдозера. Казармой... Не, казарму успел поставить. Как Хеликсы будут или нет? Но он в один ресурсный центр играет. Это вот его, наверное, упущение. Нахрена в один ресурсный центр играть? Он в прошлой игре тоже, кстати, палестинец играл от одного ресурсного центра и только позже поставил второй. Надеюсь, хорошо будет себя чувствовать в игре. Ну, уже Пожалуйста. проблемы возникают у Йорика. Ну, у него экономики не Сжигают ему хватило. Он что-то всё. как-то от одного ресурсного центра играл. Нахрена, непонятно. Ну, пошел в ноуэка. На самом деле, матчап довольно-таки предсказуемый. Пех доминирует на таких картах. Ну да, тут чисто или пан, или пропал. Он попробовал, и ни хрена не сработало, поэтому... Хеликс, конечно, был хороший. Бульдозер-то выбить-то он выбил, а вот дальше продолжение как бы не последовало. Ну и
Военный завод на правом фланге тоже уже нашел Маджеста, уничтожает его. Ну и последнее здание, вот этот самый военный завод. Маловероятно, что что-то... Да, тут 2-0. Ой, 2-0, 1-1. 1-1. Да. Это я перепутал счет. Так, ну что, меняем тогда счет. Пока ничья. Но как-то, не знаю, Эрик как-то играет. И он в первой игре тоже как-то с одним ресурсным центром. Но там хоть был пех, было оправдано. А вот. В игре за Нюка, наверное, все-таки не очень. Так, теперь у нас карту, я так понимаю, любую, да, Эни? Какую карту возьмем? А, подожди. Надо ж. А если любую... Давай пусть будет Саммер Арена. Так, где он там? Ну, поехали. Саммер Арена у нас будет следующая карта. Я так понимаю, Маджеста отдал на выбор. Любую, говорит, карту. Там в пуле карт, по-моему, 15 карт есть. И все достаточно такие, знаешь. С небольшим количеством вышек, с небольшим количеством ресурсов. Дефолтные. Да. А у нас Гламерор. Подрывные глашники оба. Только вот с позициями разными. Эрик сверху. И Маджеста снизу. Оба игрока играют подрывными генералами. Так, кстати, что там по звуку на стриме? Нормально? Ничего не шипит, не хрипит? Сейчас послушаем. По идее, должно быть нормально. Так. Не, все отлично. Я надеюсь, Йорик не будет играть от одного ресурсного центра уже за глашника. Вроде рабочий побежал, там коробки есть на левом фланге. Не, он уже. побежал там норку ставить. Понятно. А второй суплай может- все-таки установит. А может рискнет в 3 ресурсных центра играть? Допустим, вот Маджеста играет с 3 ресурсными центрами, как видишь. Возможно, и Йорик тоже будет. Рабочий стоит. Но Маджеста может себе этого позволить, а вот бедный Йорик что-то как-то в контроле немножко проседает. Пишут, что Supply Маджеста вынес ему второй. Он не в Ноэко играл. Интересно. Но все равно от этого ситуация не поменялась. Тут подрывник бежит. Рабочему не дал норку построить в центре. Сразу минка под Рабика тоже сейчас подрывать будут. И слушай, Йорик забирает себе. Йорик забирает себе центр потихоньку. Нигде не дал Маджесте зацепиться за территорию. Ну, у него есть третий сап, так что ему центр отдать это не проблема. А вот течь пропустить, которая суплай подорвет, вот это вот А уже вот да, проблема. техничка поехала. Там подрывники. Не, он на норку решил их использовать в центре. Он норку решил убрать. Ну, до конца, кстати, так и не убрал. И вторая техничка Ну полетела. тот подрывник. Ну, подрывник один это жидковато, конечно. Он сам ресурсный центр не подорвет. Но напакостить может. Ракетчики выбежали из норы, встречать техничку, и техничку уничтожают. Но техничка Встретили. пустая. Но и скрапик сразу Маджеста отменяет. Теперь уже техничка на левом фланге. Что там? Там рабочего тоже можно раздавить. Не успел. Не успел немножко Маджеста. Ну, поедет сейчас суплай давить. Так, техничка от Йорика. А, кстати... Ой, Ой, раздавил. хорошо заехала. Раздавил. Полетела дальше. Лычкованная, кстати. И у Маджесты И- тоже, кстати. Техничка заехала. Ну, Ну, всего одного рабика. раба. Там одного, не больше. Ну, в принципе, быстро Одного, восстанавливает да. Йорик. Проблем. И техничка дальше не проехала. Коробочка, все как положено, все по феншую. Маджесты. Но Маджеста играет с 3 ресурсными центрами. В противовес Йорик играет с 2 пока. Ну, там третий уже строится. Вышки игроки еще не брали.
Но у Маджеста Ребель есть на его фланге. Вышку, наверное, все-таки заберет первую себе. Поехала техничка на правом фланге. А тут опять ракетчики выехали. Второй раз на те же грабли Маджеста не наезжает. Поехал зато. А тут, кстати, можно комфортно подорвать и военный завод, и ресурсный центр. Я решил просто военный завод подорвать, чтобы наверняка. И заехать еще течу подавить. И Ой, успевает, нет? мог отменить, но не Я успел. не успел. Тут, конечно, техничка уже. Супер техничка у Йорика. Но вторая техничка катается. Это уже с ракетчиком. Опа. Это уже с ракетчиком. Ну и у Йорика тоже ракетчики есть. Размен течами будет? Нет, не произошел. В центре тут добыча уже у Йорика. 4-й ресурсный стоит. И Маджеста остался тут только с 2 ракетчиками по техничке. Но техничку эту они не смогут забрать. Хотя мог бы постараться. О, какой рабочий. Если Норку на правом фланге сейчас влепит, будет очень хорошая позиция. Танки Скорпионы. Ой, Скорпионы. Ух ты, таксотрактор. выселяет. Таксотрактор. Таксотрактор. Я его что-то перепутал как-то он. Был убит, и выглядел Скорпо- как Скорп. Скорпотрактор. Да, Скорпотрактор. У Маджеста пока центр потихоньку отдает. Быча вовсю идет, можно вышки забирать Йорику, но Йорик пока занят тем, что базу свою открывает. А вот Маджеста себе забирает. Правый фланг уже Норка имеется. Можно и вышку эту было бы забрать, не надо было терять Ребеля здесь на домике. Ребель, конечно, ушкандыбает. А рабочий на 99% Норку не достраивает. Умирает смертью храбрых. Надо новую, кстати, народу. Побежал. Побежал рабочий достроить эту существующую. Но там машинка раздавит. А, и давит, конечно. Пытался Маджеста тоже в 4-й ресурсный центр уйти. Рабочие страдают, некому их защитить. Бедные несчастные ребята. Поехали квады. Квады, наверное, не угонятся за этой техничкой. Максимум могут ее прогнать. Гоняет. В центре домики воюют. У них своя война. Тут даже уже домик у Маджеста оказался с более стальными яйцами. Так, ну тут мина есть. Мина на правом фланге. Думаю, что Маджеста дальше не пойдет. Дворцы имеются уже у игроков. Только строится у Йорика, у Маджесты пока дворца не видно. Есть 2 военных завода, что тут, что там. У обоих. Игроков. Вот с центра бы как-то тоже Йорика прогнать. Пока не получается. Еще и вышку Маджесты уничтожают. Но Маджеста не потерялся, он, конечно. Еще одну вышку себе забирает. Он чистокладами, кстати, играет. Походу поехал в центре чистить. Там Норка одна, и еще дальше вторая есть. Не, очистить центр, если домик выселит. Таксотрактор ничего надо сложного подвести, нет. конечно, было бы проще. Ребель побежал, наверное. Захват есть? А, есть захват у Ребеля. Выучен. Блин, а вот знаешь, что не хватает у Маджесте? Он скорпионов не делал. Он чисто квады. Скорпионы могут в какой-то момент зарешать. Да, они сейчас зарешают, Да. ракеты выучены, и мне кажется, будет у Маджеста сноситься база в полной мере, потому как отбивать эту пачку нечем, откровенно говоря. А знаешь, что скажу тебе? Достойный палестинец попался. Маджеста поехал сам в атаку, но там есть чем встречать, там демобайки даже есть. Это, конечно, Маджеста, по-моему, немножко подумал, что слабенький игрок, но нет. Что делает Йорик? Йорик сейчас делает еще 2-1. Маджесте придется в ответной игре как-то счет сравнивать. Ему надо, наверное, сейчас... Да, ну тут вряд ли он может вывести одними квадами. Он Скорпионов вообще никак не делал. А зря. Слушай, а в этом турнире почетные очки идет или нет? Не. А это же олимпийская на вылет.
Понятно. Блин. Просто было бы интересно, если бы, допустим, каждый игрок боролся за свои очки. Допустим, вылетевшие игроки могли участвовать в гонке за очками, типа, в этом плане. Не ведется. Ну это, знаешь что, Хотя там и так много игроков. Это если бы сделать турнир с 2 вылетами, олимпийским, с 2 поражениями, то... С он бы верхней еще нижней сеткой, типа. Да, но тут нет такого. То есть, если он вылетит один раз, он дальше... Для него это будет полностью выбывание. Я вообще мало сейчас знаю, что генералы делают турниров с 2 выбиваниями. Не, ну, все-таки Majesty придется во второй игре попытаться. Там убертечь, там очень все сложно. Не, здесь уже, мне кажется, ничего не сделает. У него единственный ресурсный центр остался и вышка под контролем, а остальное все, конечно, сносится под ноль. Не, ну разве что если Йорик расслабится и отдаст, но мне кажется, по такой игре вряд ли он расслабится и вряд ли он там прям отдаст, затупит или что-то еще. Но чем черт не шутит, как говорится. У него уже и сверху есть скорпионы, в центре есть скорпионы, и снизу добивается остатки базы. Дается Маджеста, не видит продолжения. Маджеста. Йорик у нас уходит вперед. Слушай, ну палестинец-то нормально так. Шпилит, я бы тебе сказал. Зная Маджесту, он тоже неплохо играет. Йорик дает ему достойный бой. Причем это до 5 побед. Маджеста может просто в какой-то момент не успеть проснуться. Достаточно тяжеловато для него это противостояние дается пока. Так, Маджеста взял перерывчик, наверное, подумать немножко. Над своим поведением. Да, что могло пойти не так? Ну ладно, давай. Надо Маджесте отыгрываться. Пока счет не критический. Такой, знаешь, пошел в отрыв. Пока еще ситуацию можно исправить. Ну что ж, теперь Маджеста за подрывного генерала Гла на верхней позиции, а Йорик внизу. Так. Хоть он и позже поставил третий ресурсный центр, но он вовремя. Все-таки, наверное, фактор третьего ресурсного центра Маджеста не успел в центре норки влепить. И у Йорика в этом плане получилось побыстрее. Да, и вышки потом он потерял тоже. Ну да, не, ну он вроде как в 3 ресурсных центра играл, по идее должна была там какое-то преимущество идти. Но опять же, вот смотри, раз норка, уже норку в центре проигрывает. Ворот разве что если поставить, то чуть-чуть так оттянуто, но у него рабочий до сих пор бегает, а у этого уже строится, уже по 30% норки. Вот он добежал, увидел, что там норы уже строятся, и он уже не успевает. Ничего себе. 7 декабря Юрию Хое будет 60 лет. Ну, было бы. Уже не будет. Было бы, да. Да, уже не будет. Он всегда жив в наших сердцах. Да. Матерящийся мент, орущий в микрофон, да? Да. Ну, центр пока у Йорика пошустрее получается. Просто 2 норки были, но зато фланги Маджеста может себе забирать. Ну, правда, только рабочие стоят. Там, ох, какой рабочий на правом фланге. Обрати внимание, у Йорика. Тут же начинается перестрелка домиками. И сейчас, если норку поставить на правом фланге, это будет, конечно, потеря потерь. Тут 2 казармы, но я не уверен, что они настоящие. Они, скорее всего, что фейковые. Подрыв норки. Даже еще один подрывник остается от этой группы. У Йорика еще и на левом фланге. Ой. Ой, затупили подрывники. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, он забирает! Ё-моё! Да, Почти, почти. Почти Мне 2 тут здания затупёшь. сразу.
О, и тут еще можно заехать рабочий. Еще заехал. Ох, капец. Ну, Маджест, конечно, дает. О. Еще и норка достраивается. Ну все. Это габельное просто. Финишная прямая. Тут еще и техничка. Сразу два ракетчика пошли вперед. Опа, вот это, конечно, поворот. Это прям, слушай, палестинец хорош, молодец. Я что-то его раньше не увидел. Ну, смотри, как играет. Останавливает Маджесту на полном ходу причем. Да, так. Причем в равной игре. Это была Мироры, по факту. И смотри, что он делает. Я не знаю. И военный завод уничтожил, и рабочих раздавил. Очень сильные потери для Маджесты. Много времени придется потратить, чтобы это все восстановить. А тут же атака по правому флангу. Из той сволочной норы, которая была упущена в начале. Защищаться тупо нечем. Несколько ракетчиков, подрывники. И всё. Эта техничка, я так понимаю, была подготовлена для атаки, а не для обороны. Поэтому от нее толку мало. Ну, скорее всего, сейчас еще немножко пару юнитов добавит, и потому там правому флангу тоже дадут. А не, все, Маджеста сдался. Вот это да! Начинает уходить в отрыв у нас Йорик. Походу, он не такой бедный, как нам казалось, знаешь? Йорик дает это прикурить. Да, Йорик дает пиздюлей. Так, Йорик сейчас карту будет брать. Да. Ну что, посмотрим, какую карту Йорик подготовил. Jungle Wolf. Надо еще найти ее. Ну, поехали. Ядер против США. Ну, тут более-менее равно тоже. Борьба должна быть. О, еще и карта такая полузимняя, конечно. Красиво выглядит. А не, чё? Может, у тебя искажение после зеленое? Не-не-не, ты посмотри на здания. Они заснеженные. А, ну, посмотрим. А чё они заснеженные? Ну, видимо, по всей видимости, на карте используется специальный биом, ну, как, грубо говоря, который переключает текстуры на заснеженные. Ведь в генералах есть и заснеженные текстуры для заснеженных карт. Интересно. Зачем делать заснеженное здание для зеленой карты? Ну, это типа, наверное, я так понимаю, хотели показать, наверное, типа вечную мерзлоту, что-то типа того. Там же у них мало снега, но при этом, типа, деревья и в целом вся живность, она зеленым остается в умеренном поясе. Давай посмотрим. Типа тундра. Да, что-то типа тундры. Все зеленое, но заснег. Ну, посмотри. Видишь командный центр заснеженный? А вообще по барону. Походу выцвевшийся немножко на солнце. Так, Не-не-не, тогда на китайский наведи, посмотри подробнее. На китайский. Видишь? Ха, в натуре заснеженный. да? Ну подожди, а пальмы тогда нахрена? Ну, видимо, не знаю, что они хотели этим показать. Ну, создатель, Тундру, наверное, реально. поиздевался. Так, у нас Маджеста стартует за ядерного китайца. Он у нас сверху слева, внизу справа у нас Йорик. Не такой уж и бедный, как казалось бы, да?
Сразу казарма, военный завод, и будет у нас... Вот теперь точно новая эко, так думаю. Теперь, наверное, точно новая эко, чтобы быстрее хаммерами доехать до базы китайца. Ну, а китаец стартует с военного завода и аэродрома. Это будет Хеликс с Гатлингом и плюс наземка. Посмотрим, успеет ли это сделать. Побежал ракетчик в домик садиться. Кстати, фланги защищает таким образом. Будет видеть, что происходит у него на флангах. Йорик, ну а Хаммер уже первый имеет. Тут уже и Гатлинг. Поехал слева будет атаковать, но дом, там дом есть. Дом может остановить, не остановит, а вот сигнализировать, что готовится атака. Вау. Точно. Пошел про контроль хаммеров Так, от Йорика. Это, походу, будет... Какой уже счет? ну 4-2, да? нет, сейчас 3-1 счет у нас. А, 3-1. А. 4-1 тогда будет. Ну, минус Хаммер. Да Ой, минус Хаммер, все, я минус думаю. бульдозеров сейчас. А, ну тут Ой-ой-ой. Гатлинг подъехал. Поймал. Не, ну там медичка Не, есть в рабочей основе. А вот Хеликс, кстати. Как Вот контрмера, теперь может быть. Хеликс, да, Хеликсом ловить надо. Ну, и Хеликс справляется с Хаммером. Хаммер Да. уезжает. Тут еще один Хаммер есть. Сейчас самое главное, чтобы медичка уехала. Ну, медичка уедет, нет? Да, Дом. уедет. Но на А, нет, лазерлог не ловит. уехал. Хеликс все-таки живучий гад оказался. Новые Хаммеры придется готовить и уже полным ходом шлифуют вперед Гатлинги. Ну, там Хаммеры, Хаммеры точно остановят Гатлинги. Бульдозер спрятал у нас на левом фланге. Так, третий Хаммер. Гатлингами можно, в принципе, играть. Второй Хеликс. Так, посадил его поремонтировать, правильно. Пошел гатлингами кататься. Но Но Гатлингов сейчас мало. пачка хамверов и, короче, какой-нибудь стратегический центр и все. Это ГГшка для Маджеста. До стратегического центра далековато, денег не хватает у Йорика. У него только 700 баксов, и одним ресурсным центром они будут долго ковырять это все дело. То есть это займет какое-то время, по-любому. Стратег-центр будет не сразу. Так, гатлинги поехали пушить вперед и сразу хеликсами. Опа, минус 2 хаммера, минус медичка и... Не, ну это может быть, кстати... Ну это блокируется военный завод, казарма сразу сходу. И сдается Йорик. У нас Маджеста Да. продолжает быть в игре. Все-таки ставка на Хеликса у него сработала. Не все потеряно. Не все потеряно для Маджеста. Теперь интересно, как Йорик будет играть против американца, ядерного генерала. Тут все достаточно тоненько, видишь, как. Маджеста сумел вовремя Хеликсом отбиться, и, в принципе, это его спасло. Теперь у нас на верхней части Йорик. Внизу по диагонали у нас Маджеста. Ванильный американец против китайского ядерного генерала. Будет ноэко от Маджеста? Я думаю, ну тут скорее всего. Нет, не будет ноэко. Два ресурсных центра. Сразу сходу. Будет пытаться в долгую играть, я так понимаю. Не будет идти в ва-банк. Возможно, Йорик сейчас будет играть точно так же, как и Маджеста. Да, играет точно так же. Военный завод и аэродром.
Ну, как бы, а почему по-другому, если стратегия работает, стратегию надо использовать тогда? Ну, знаешь, как бы Маджеста не играет с Ноэка. Если база заблокирована была у Йорика, то в этот раз может не сработать. Хотя, посмотрим, как будет. Военный завод уже готов. Аэродром еще нет. Первый Хаммер будет неполным, я так понимаю. Уже поехал вперед. Дома не занимает, кстати. Вот в отличие от Йорика, надо было домик взять, хотя бы видеть, что Гатлинг где-то приедет вот отсюда или отсюда. Домик по-любому его должен увидеть. И поехал Хаммер от Маджесты. Но это как минимум по экономике будет бить. Ну, машинку. Машинку подводит в надежде, конечно, что сплэш да. уроном. Мог сплэш уроном спокойно себя надамажить, но вроде контролирует это Вроде все нормально. Маджеста. Ну, машинка как-то неуверенно подъехала вперед. Так, это ракетчик в дом. Так, а вот и Хеликс. О, сразу Тоу выучил. Так, там дом уже просто так не проехать. Не пролететь. И еще один Хаммер есть. Я не успел ракетчик сесть. И Хаммер возвращается назад. Или это не тот Хаммер? Нет, это не тот Хаммер, это другой. Так, ну пытается по максимуму набить Хаммера. Не хватает сейчас медички. Хеликс летает, разглядывает карту. Строится центр пропаганды. Ну да, и цемки надо по-любому. Этот БМ поймают. Вряд ли его просто так отпустят. А тут еще один БМ. Ну его тоже сейчас встретят Хаммеры. Пока БМами не проехать. Хаммеры вроде все контролируют. Коробочку такую интересную строит Йорик. Так, ну Маджесте еще один балл надо отыгрывать. Он потихоньку, не спеша, пытается выдавить для себя победу. И падает Хеликс. Сбивают. А, ну это все. База незащищенная сейчас у Йорика. А есть уже Оверлорд. Ну, по идее, должны справиться Хаммер с Овером. Так, ну Да, Лазерлок если сразу. за лазерлок. Сразу на Лазерлок, нет. Оверлорд не прокатил. Маджесты еще нет стратег-центра, он только вот только должен появиться. Он только на подходе. У Йорика денег не хватает. Ой-ой-ой-ой, Хаммер-то на соплях прям Ну, ремонтируется. чинится. Ремонтируется, там медичка спасает положение, и Хаммер, ну, вроде как. Йорик не может противостоять такой пачке Хаммеров. Ну, Это сразу видно. ну видишь, Маджеста не стал играть Никете, но Эко, он решил сыграть более по стандарту, и это, Дефолт. да, более оправданно. И походу он пойдет сейчас на свой третий балл и сравняет сейчас счет. Отыгрывается после Гламероров. Уже есть стратег-центр. Смотри, сколько Хаммеров еще можно вперед отправить. Поехал назад, объединить группу. Да, поехали Хаммера вперед. Нет? Сейчас поехали. Ну, почти угадал. Объединяют эту группу. Проблема сейчас для Йорика. Привет, Хамелеон. Привет. Да, все нормально, в принципе. Видишь, турнирчик идет. Стримчик идет. Все нормально. Ну, дай бог, чтобы не хуже. Так, ну гатлинги здесь не справляются. Ракетчики тоже не справляются. БМ тоже вряд ли справится. Ну, Хаммер, кстати, Все, уничтожен, да. душить ЕЦМ-ку и да, и GG. все.
Ну, выровнялся. Выровнялся с Йориком. Сейчас становится 3-3. Молодец. То что-то прям после Гламероров такой пессимизм был. Дай бог. О, видишь, Маджеста не растерялся. Руки не опустил и... начинает диктовать свою игру. Опять просит любую карту. А какие там карты были? Сейчас я гляну. Форум. ТДшка есть? А вот сейчас посмотрю. А ТДшка вроде была, не? Сейчас я гляну, какие там карты есть. О боже, где там тот форум? Так, карты. Так, у нас есть каньон, Торнамент Дельта есть. Давай Торнамент Дельту. По сути, та же ТДшка. Я думаю, нормальный будет. Нормально. Так, ну что ж, при счете 3-3 у нас игра опять возвращает свою интригу. СВГ у нас Маджеста, а кто второй там? Опять китайскую. Опять ядерный китаец. В этот раз СВГ ему будет противостоять, но ситуация, в принципе, плюс-минус такая же, как и на прошлой карте. Но Маджеста лучше получается играть за китайцев и американцев, чем за глашников. А так. Пока он свои противостояния забрал. На чужих картах, можно так сказать. Определенно. Да, ну а Йорик тоже, кстати, на чужой карте забрал свои 2 балла, пока... Ну и самое первое, конечно, по 1 баллу. Год 3-3. Так, ну что, внизу у нас Йорик. Ядерный китайский генерал. СВГ у нас сверху. Им будет управлять Маджеста. Играет, кстати, точно так же, как и на прошлой карте. 2 ресурсных центра. Военный завод, казарма. Карта, в Выстроил принципе... колбаску. Да, карта, в принципе, такая же. Так. Военный завод... Ну, короче, игра будет идентичная, как в прошлый раз. Попробует Йорик во второй раз обыграть Маджесту. Ну, вряд ли получится. Маджеста уже показала, что его таким винтом ушами не напугать. Но пока первый хаммер еще не поехал. Вот. И сразу стратег центр. Ой, Ну, центр правильно. пропаганды. Потому что нужны ЕЦМки срочно отбиваться от хамбеев. Так, в этот раз первым поехал аванпост. Есть разведчик. Разведчик сбивают. А вот и хаммер. Хаммер уже у нас налево поехал. Но он хаммер, ему можно налево поехать. Чтобы нет. Саплтраки сейчас. Но, кстати, китаец очень чувствителен в плане потери экономики. Вот какое-то время он все-таки не добывает. Это уже хорошо. Что за страна вторая? Вторая страна — это у нас Палестина. Встретились 2 друга, короче, по несчастью, можно так сказать. Да. Палестина и Украина. Эх, уеду в Палестину, чтобы увидеть Валентину. Пошли народные песни у нас от Ридика. Да. Так, ну что? -1. А чё Хаммер-то утра. боится суплами убивать, я понять не могу. Что он А вот там 2 ракетчика всего, он долго будет их. Ему бы так вот экономику долго, убить. но зато как ковырять-то будет. Ну, по машинкам, видишь, машинки пытаются Йорик прятать. Да, видишь, как долго он бьет? Там, по-моему, даже один ракетчик. Ой, а здесь мины! Ебать.
Все, Хаммер, попался. Хаммер неудачный. Так, ну Не чё, вписался в общую картину. поворот. Ну, скорее всего, тут миги, наверное, будут в этот раз. От Йорика. Казарму ставит. Не пропускает. Вперед ракетчиков. Ракетчики, правда, своим ходом топают через всю карту. Что не очень хорошо. Еще хаммеры. Кстати, в этот раз без медички. Медичка сзади едет. Ладно, засчитаем. Так, они успеют, кстати, ребята Йорика, приехать на защиту базы. Хаммеры тут быстрее разберутся и с ресурсным центром, и с аэродромом. Где этот пустой? Не пустой. Показалось. Задержка 2 минуты. Задержка 2 минуты, я думаю, не критично. Так, ну чё, выгоняют отсюда Хаммер к чертовой бабушке, но успевает высаживать. И сразу на лазерлок. Ой, какой лазерлок-то мощный, сразу по всем танкам бьет. Да. Хороший Ну, лазерлок. в этом случае ЕЦМ, конечно, не на пользу пришло. Ну да, она, видишь, как рассеивала ракета, а там слишком много... слишком много этих ракет было. Да, они там, считай, по области лупили. Блин, а у нас Йорик-то временно с одним ресурсным центром играет. Хаммеров становится каждым разом все больше. Опять ЕЦМ-ка, опять пакость делает, смотри, что делает. Просто рассеивает все вокруг себя и все получает урон. Да, И сдается Йорик. Конечно, Йорик играет ЕЦМ-ками. Да, Йорик сдается, отдает 4-й балл Маджесте. Маджеста начинает идти вперед. Вот это, кстати, он... Смотри, это получается 3 игры подряд взял. 3 игры к ряду. Нормально, нормально. Мы это одобряем. Ну, если он и последний балл отдаст, то эта победа будет Маджесте. Ну, я думаю, он сейчас пободается. Так, ну чё, последний балл для Маджесты. Возможно, это его проход в следующий раунд. Там в следующем раунде уже будет до... подожди, до 6 побед. И там ближе к финалу уже начинаются более затяжные матчи. Теперь у нас Маджеста ядерный генерал. А против него Эрик играет СВГ. В прошлый раз, когда он играл ванильным американцем, он выбрал тактику Ноэка. Может быть, в этот раз такую же херню исполнит? Как думаешь? Наступит дважды на те же грабли? Мне кажется, человек существо такое, которое очень часто впадает в безумие. Не, А что такое безумие? Это бесконечное повторение одного и того же действия в надежде на другой результат. Но в этот раз, Скорее кстати... всего, будет. А чья это фраза? Ты в курсах? Это? Да. Это, ну, если брать оригинал, то это фраза ученого. Эйнштейн. Да. А если брать игровой мир, то это Far Cry 3. Ну вот, да, должны же откуда-то были брать. Да. Так, ну чё, аэродром, военный завод. У Маджеста ничего не меняется в игре за Нюка. Да и в принципе у обоих ничего не меняется. Так, а вот Эрик чуть-чуть поменял тактику. Он будет играть плюс-минус как Маджеста. Стандартненько, без Ноэка, никаких тактик таких, тактик галактик. Камеры, конечно, пойдут помедленнее, но у Маджеста есть время организовать оборону своей базы. Кстати, вот достаточно далековато здесь находятся 2 ресурсных точки. Американцу проще их атаковать. Так, а вот уже и первый Хаммер поехал через центр. Но он поехал этот Гатлинг ловить. А вот Хеликс полетел направо. То есть отвлекающий маневр Гатлингом, можно так сказать. И Йорик оборонит именно тот самый левый фланг. Хеликс все-таки развернулся.
И поехал опять. Полетел, вернее, опять направо. Там справа бульдозер. Бульдозер, наверное, долго будет ковырять. Так. Лазерлок по Хеликсу. И Хеликс падает, к сожалению. Лазерлоки все-таки сработали. А вот Гатлинг на правом фланге пропускает. Пропускает Йорик. И слева пропускает Йорик. Остается временно без добычи ресурсов. Возвращается в игру Маджеста, прям видно. Он немножко так. Маджеста такой, так, пора, что-то Что? происходит. Дай-ка я рубану чего-нибудь Что за запрещенного. херня вообще, да? Да, надо это, пивка выпить для буста, допинг применить. Пьяный мастер выходит в бой. Так, ну пока временно Йорик играет с одного ресурсного центра. Второй заблокирован Гатлингом. А вот уже группа... Раскрутил, кстати, Гатлинг для встречи с Хамвеями, но что-то не сработало. Ой, Они и высаживают минус один Хаммера. Хаммер. Хаммера не высаживают, но их и Там Хеликс фуловый потерял. был. И Хеликс потерял. Два фуловых и один, по-моему, не до конца засаженный. Вот как раз таки фуловый и один не засаженный до конца выжили. Ой, а тут и пехотка. Пехотой тяжеловато будет, долго. Ракетчикам придется их ковырять. Ну, это, конечно, не та пехота, страшная. Эти ребята достаточно слабые. Красногвардейцы. Но они время выигрывают для китайца чуть-чуть. Время — деньги. Да. Американец пока не переходит в стратегический центр, у него денег не хватает. Центра пропаганды у китайца у нас тоже нету ядера. Опа. А вот и опять Гатлинги, и опять А вот он Хеликсом прилетел. поддерживает. Влетает Хеликс, фуловый Хаммер, второй. Доберет второй. Нет, второй не добираю. Ну там они все пустые. Ё-моё, Они все второй пустые. почти забрал. Они все пустые, всё. но есть тоун на них. Вот в том беда. Маджест Гатлинги апгрейд гоняются. любит? Кого? Посмотри, выучил ли он Чинган? Нет. 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 Чингана нет. Он бы не помешал. Еще один Да, в Хеликс. такой ситуации для Хеликса, кстати, Чинган тоже неплохо Ну. не помешает. Йорик вообще нервничает, он пацан бегает за Хаммером, там Хаммер и так Ну, полупустой. конечно, нервничает. Последнюю игру, если отдаст, все, вылет с турнира. Да. Ну и цемок не хватает для гатлингов, вообще прям компанию. А у Маджеста и денег не хватает тоже. Кстати, А Маджеста такой первые две игры, блин, не понял. Что за вкус? А, понял. Все, погнали. ну 3 игры-то отдал уже, видишь. Да. Так, второй Да Хеликс. он чисто, походу, это решил так, чтобы не в сухую. А Хеликс... Всё. Ну бог ты мой, ё-моё, ёкарный налево, все. Блин, опять 2 Хеликса потеряно. Не, походу Опять Миррор теряет. будет. Ты знаешь, Ну, походу как Миррор сказать. будет. Ну ничего не мне получается у Маджеста. Он не может пробить. Он не может пробить палестинцев, понимаешь, в чем беда? Сколько уже Хеликсов так, было потеряно? Самая главная проблема в том, что у Юста экономика посложнее, то есть терять Хаммера с ракетчиком ему менее выгодно, нежели терять, допустим, те же Хеликсы и... Ну, он последние 2 Хаммера потерял минуты 2 назад. То есть он до сих пор у него Хаммер на месте. Вот в чем прикол. И стратег-центр появляется. То усложнить сейчас Маджесте игру. А у Маджесты нет Причем- пропаганды, понимаешь? У СВГ еще самые Хаммеры дорогие. Он, в принципе, нормально ими играет. Он старается их не терять даром. Сколько уже Хеликсов было потеряно? Каждый Хеликс сколько? По 1500 стоит? 1200? Плюс апгрейд на... Ой, еще один добьет? Хаммер Еще добил. один Хаммер. Опять потерял Хеликс. Гатлинги просто бесполезны против Хаммеров. А стратег-центр все ближе и ближе. А у Маджеста есть пропаганда? Нет? Нет пропаганды. Вот в том-то и дело, что он играет просто
от того, что есть. Ну, такой стиль игры, конечно, это да. Далеко не уйдет. Ой, еще один хаммер. А, вот и... Все. Вот и... Вот и... Надо мансить. Сейчас надо мансить. А на правом фланге возле стратегического центра, как видишь, уже есть патриот. И патриот у СВГшника не самый из приятных. Право тоже особо не заехать. А вот и О, еще патриот. Труповозка пошла. Да, но... Начинает в АОТ играть у нас Эрик. Понимает, что скоро у китайца деньги закончатся. Вторичкой он точно что не богат. Маджеста Да, сдается. Маджеста. Счет 4-4. Ну, равная игра у нас. Реально равная. Так, подожди, аж какой же ж у нас формат rules? Так, Mirror. Так. У нас демо Mirror на карте Irish Front. Вот демо Mirror, конечно, мы видели, что у Эрика намного лучше. Да, Маджеста, мне кажется, отдаст. Все-таки демо Миррор. Это плохо. Да, он все-таки не привык играть за Глашника, потому что в контре Глашник совершенно по-другому играется. В отличие от других фракций. Угу. И выпало, конечно, не самое приятное. Карта Irish Front. Она у нас была уже сегодня, и причем на ней Маджеста уже проигрывал. Да, БО9. Ну, поехали, что? Надеемся вытащить сейчас игру. За уши в мирорах. Если нет, то Йорик пройдет дальше. Кстати, я гляну таблицу пока. За кого болеем? Ну, мы за Маджесту, конечно. Там как карта ляжет. Где у нас Маджеста? Так, ну чё, у нас Маджеста в первом раунде прошел Моджо. Джо. Со счетом 5-3, а Эрик обыграл Dark Ninja. Со счетом 5-3. Ну, равная у них, в принципе. По очкам игры. Равные игры были по очкам. А там, кстати, в следующем раунде уже Фарго. Тут как тут ждет своего соперника. Это будет или Маджеста, или Йорик. Так, внизу у нас стартует Маджеста. Демо Мироры. О, какой Если рабочий. Фарго проиграет, это будет, конечно, очень мемная ситуация. 4-4. На ВС-ке он что-то это показал себе не очень хорошо. Ну, может, не настроен был. Смотри, какая нора. Ее надо останавливать, по-любому. Очень опасно. Он побежал Маджеста останавливать бочкой. В принципе, неплохое решение. Ну, подрывай. Он Не, две делает. Он дождется. А не успеет, наверное. Или успеет? Успевает вроде. Не успевает. А, успевает. Нет! Бах. Не до конца. Она отстроится, Ну, и там рабочий рядом стоит. До канализации. Так, ну тут норки друг напротив друга. Все, поехала течь. Поехала первая техничка у Маджеста. Он просто с норочками. Так, ну чё? Тут под вышкой. И добьют это. Медиу? Да. А здесь можно проехать? Нет. Не получается у него Получается. проехать. А здесь подрывники, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. И неудачные И завод. подрывники. Завод-то не соврал. Ну, типа, не убил. Завод не добил. Еще одна техничка. А вот, кстати, это может прокатиться по этим рабочим. Вот это, кстати, может. Знаешь, в чем Это и беда? прокатится. Да, знаешь, в чем беда? Рабочий-то здесь живой.
правда, он уже под прицелом. Так, ну по рабочим получал сейчас Эрик. И, кстати, норку в центре потеряет. Да, он ее уничтожит по-любому. Пока Маджеста повеселее выглядит, ну, посмотрим. У Йорика здесь норка возле вышки. Он хочет ее все-таки себе забрать. Что у нас по юнитам и по деньгам вообще в целом? А, кстати, сверху тоже возле вышки ищут тоже норки. Йорик нацелился. Не знаю, выучил захват где-то или еще не выучил. Так, минус ракетчик и минус 2 технички. Ну, все-таки получше будет сейчас ситуация для Маджеста. Еще и двое пацанов сядут в дом. Один военный завод есть. Пока равно идут. Захват вышек пока еще не осуществлял Йорик. Если он начнет их захватывать, то они ему дадут неплохой буст. Поехала еще техничка. Сейчас он решил... А, тут квады встретят. И подрыв будет, не? Получится, ну ё-моё, ну не лагайте-то. Ну, до канализации чуть-чуть не хватило. Да что такое, блин, ну почему? Почему ты так подрывников плохо высаживаешь, Маджеста? Ай, Вроде и пинга нет, 11. Пинг вообще обалденный. Вообще обалденный. Я знаю, потому что у него нет генералов в стиме, вот. Ему надо купить генералов в стиме. Ну да, у меня сейчас Когда у официальное него все будет работать. Официальное купленное, ты шо? Кстати, если ты прожмешь Shift Tab, там должен показаться оверлей вроде как. Потом. Без стрима буду экспериментировать. Так, еще и уничтожает ресурсный центр. Уничтожить-то он его не уничтожил, продал, но Йорик. Но от этого ситуация у него не очень радужная становится. Он начинает играть в один ресурсник. Вышки захватил. Вышки захватил. Вроде как пока неплохо себя чухает, но у Маджеста уже 3 ресурсных центра. Здесь 2 рабочих не хватает. Можно и 4-й садить ресурсный центр, но посмотрим, как он в будущем проявит себя. Может быть и пойдет. Так, тут квады у Маджесты поинтереснее будут. И расстреливают все, что есть. Просто уничтожают. Военный завод немножко так блокируется. А у Йорика, кстати, есть ресурсник. И минус 1 военный завод. Есть еще второй. Трафики не подбирает. Мне ему не надо. Так. Продолжает атаковать. Еще один ресурсный центр сносит. Ну, снеси его полностью. Все. Не успел его продать. Помнил, вчера предусматривал свои бои последние наши. Да. Было дело. Так, что и казарму потерял. Ну, казарма, кстати, она ключевая для глашников. Там очень много построек после этого появляется. А что не добил? Или ждет помощь? Что встал? Так, есть дворец. Второй только военный завод появляется у Маджеста. Ему, в принципе, в это время хватало в один играть. Начинает доминировать по карте, но проблема в том, что у Йорика много нор, есть 2 вышки. То есть они ему какое-то время дают еще быть в игре. Да, я думаю, он привык уже. Спрашивает, может, контрить другой урон, поэтому Маджеста может не адаптировал. Ну, Я думаю, что он уже давно адаптировался к ДХ. Он же не первый день. Ну, да, скорее всего, он адаптировался, но в контре вообще другая механика, на самом деле. Там все по-другому. То есть с ДХшником лучше в контру не соваться, потому что они
будут плеваться всем, чем видят, потому что хаммера там не едут так, как надо. Да, Хаммер, И который... ракетчики там еще не стреляют по воздуху, самое главное. Так, ну что, тут 3 квада кошмарят всю базу Йорика. Йорик пока вперед не лезет. Ну, квады мощные тут. И там отъелись жирненькие. А, тут подрывники, слушай, катаются по всей карте. У нас Маджеста чистит норки. Так, со трактором все это дело подчищает. Ну как? Так, пытается Йорик дать бой. Йорик, кстати, очень сильно зажат. Очень сильно зажат. У него единственное вот все, что есть на этой карте. Ну, не считая, конечно, позиции внизу, но там только одна нефть. Больше ничего такого нет. Поехали демобайки. А это, кстати, по норе будет. Или по вышке. По вышке. Минус вышечка. То есть Йорику сейчас, конечно, очень несладко. Прям капец как. Рабочий побежал. Попытается Йорик восстановить добычу. Но там денег нет. Не хватает на установку ресурсного центра. Что показывает на этого рабочего? Что он ему не нравится? Ох ты, еб твою мать! Вот это был ребелямбуш. Ты видал? Не, ну... Это просто Йорик все. Йорик поплыл. Бедный Йорик. Ё-моё, как так-то, да? Ну, молодец, Маджеста. Какое красивое завершение. Слушай, ну Маджеста по ходу игры, проигрывая 3-1, он умудрился выровнять счет, уйти вперед, немножко дать заднюю. И в мирорах, которые, кстати, он проиграл до этого, причем 2 к ряду, и все-таки в решающем для него мироре он все-таки смог добить эту победу до конца. Слушай, ну мы его поздравляем. Но, правда, следующим его оппонентом будет Фарго. Будет Фарго. И я не уверен, что Фарго его пропустит дальше. Или ты думаешь, Фарго слаб и сможет его... Фарго слабак. Фарго слабак. Фарго it's a noob. Понятно, короче. Понятно все с тобой. Он нуб. Счет 5-4, финальный. Слушай, ну я бы не сказал, для Маджеста это была легкая прогулка. Я бы вообще не сказал. Он реально на старте игры слабо выглядел, но под конец он добавил. И все-таки победу это все-таки он одержал. Он все-таки выстрадал ее. Вот. Фарго может такая, конечно, каша не прокатить. Надо сразу вкатываться в игру сходу. И на все 100. Чтобы Фарго победить. Я думаю, что иначе удачи ему точно не светит. Ну что, Ридик, будем прощаться со зрителями. У нас еще будут куча матчей. Там есть еще бои. Мне сегодня писал Джокер. Там параллельно еще один турнир идет. Тоже хочет, чтобы я его постримил. В общем, ребят, все стримы, которые будут, заходите, смотрите, наслаждайтесь играми, получайте удовольствие. Я думаю, что насколько... Короче, постараюсь как можно больше игр вам показать из этих турниров. У нас там уже стадия 3-го раунда начинается вскоре. Там именно этого турнира Old But Gold. У нас еще The Game против Хуми не играл. И еще Абука Маракар не играли. Есть еще Team Step Exile не играли. Хохард Мейзен, по-моему, если я не ошибаюсь, они, по-моему, еще не играли. Вот еще Маджеста, Фарго есть. То есть, короче, тут игроков достаточно много, которых можно было бы посмотреть. И я думаю, что часть из этих боев вы точно увидите. Так что далеко не убегайте. Ну, на этом я буду прощаться. Всем пока-пока. И удачки. Да, и спасибо, что были с нами. Да, всем сладких, приятных снов. Пока-пока.